это будет мастер-класс. Готово 3 детали, которые мы сможем уже наконец-то сшивать. Я считаю, что это очень просто. Я очень надеюсь, что я была вам полезна. Получаем 2 готовые полочки. У нас полностью на данный момент сформирована пройма. Чуть подтягиваю, чтобы у нас была ровная красивая петелька. Какой красивый подрез получился. Приветики, меня зовут Оля, и добро пожаловать на это видео. Это будет мастер-класс. Все ждали мастер-класс на этот потрясающий жилет, и вот наконец-то он готов. Я рада его вам представить. И, наверное, сейчас хочется затронуть несколько разных моментиков по поводу жилета, как первого, который был как раз-таки показан в этом мастер-классе, и также моего самого первого жилета, который я вязала на вязальной машине. В целом, если вы хотите, вы можете как вязать данный жилет на вязальной машине, спокойно это очень легко можно сделать, или также вы можете сделать это спицами. Итак, давайте начнем тогда с двух моделей жилетов. Тут, конечно же, будут фотографии, и это 2 разные пряжи. Я думаю, что я подпишу название пряжи и их какие-то характеристики. То есть на самом деле у пряж одинаковый состав, разница только из-за метража. В общем, одна пряжа тоньше, другая толще. И это, конечно, чувствуется. То есть, например, если мой первый жилет, который я сделала как раз-таки на вязальной машине, я вязала его на 4 плотности, а свой вот второй жилет, который сейчас, конечно же, на мне, я вязала его на спицах 3,5. Наверное, чтобы он был более пластичный, можно использовать спицы 4. Я бы, наверное, попробовала и на тех, и на других спицах, чтобы вы примерно понимали, какая плотность вам ближе. И что еще хочу сказать. Первая пряжа, которую я использовала, тут, я думаю, вы видите характеристики. И данный топ более пластичный. Он более подвержен какому-то растяжению, возможно, из-за того, что, правда, изделие не так плотно было связано, возможно, в этом какая-то загвоздка, но изделие в процессе носки вытягивается. И, наверное, я бы чуть-чуть укоротила даже для себя лямочки, хотя я думаю, что я тоже подпишу какие-то параметры этого топа, потому что он был связан все-таки немножечко иначе, чем вот этот. По данному топу я уже 2 раза его выгуливала, и не скажу, что сильно как-то он изменился. Возможно, из-за того, что правда плотно был связан, он практически не деформируется. Единственное, что хочу тоже сразу сказать, что пряжа, что вот первая, что вторая, они садятся, прям схлопываются после стирки. Я думаю, что я здесь прям прикреплю в сантиметрах разницу, потому что пряжа сильно схлопнулась, но в целом после отпаривания и после вот какой-то активного какого-то ношения, возможно, даже какого-то растяжения швов, чтобы не были прям сильно ровные. То есть я вообще не боюсь растягивать данное изделие. Оно очень классно сидит, только в этом случае. Отпаривание очень спасает ситуацию, и в целом после отпаривания вот изделие смотрится очень хорошо. Кому подходит данный мастер-класс? Конечно же, людям, которые умеют вязать спицами. Я не буду сильно заострять внимание на том, как провязывать лицевые и изнаночные петли. В целом, я думаю, что если вы знаете и умеете, главное вам понять посадку. То есть мой главный акцент будет все равно на вот этой части, как мы будем делать убавки вот именно в передней зоне, также как мы будем закрывать подрезы и как делать также здесь убавки. То есть мой главный посыл все равно будет вот именно на вот этой части, потому что основная часть топа вяжется без каких-либо убавок, прибавок, просто полотно вяжется вверх. Все. Что еще хочу сказать по обработке? Я не делала никакую обработку что у первого, что у второго топа. В принципе, отпаривание спасает. Немножечко заворачиваются края, но как будто бы это даже на руку играет этому изделию, поэтому тоже не вижу никакой в этом проблемы. И также я думаю, что я вставлю фотографии. Я сшивала плечи у данного топа швом петля в петлю. Я тоже не буду заострять на это внимание, потому что это моя первая проба такого шва, поэтому я думаю, что я оставлю внизу ссылку на мастер-класс, на потрясающий мастер-класс, по которому я училась делать как раз-таки вот этот шов. Я думаю, если вы захотите, вы можете повторить либо такой шов, либо сделать просто обычный, то есть просто закрыть здесь лямочку. Я тоже покажу, конечно же, как закрывать лямочку, и можете просто шить либо крючком, либо обычной иголкой с ниткой.
то есть тоже здесь как вам удобно. И также по вот этому шву в первом своем жилете я вообще не заморачивалась, я тоже шила 2 детали именно просто иголкой с ниткой. Здесь же я немножечко заморочилась и шила немножечко другим вариантом. Точно так же прикреплю ссылку на этот вариант сшивания. То есть вы тоже можете выбрать любой, который вам комфортен. Данный топ, точнее конструкция данного топа достаточно универсальная. Вы можете его сделать как меньше, так и больше, взять любую пряжу, теплую, летнюю, вообще любую. И также можно, конечно же, сюда вписать любой узор. Я вязала, как мы видим, простой лицевой гладью. Можно вписать, конечно же, любой узор. И точно так же, вот как я говорила, что увеличить в размере, то есть, соответственно, увеличить полочку, увеличить спинку или наоборот уменьшить. Я, конечно же, думаю, что я уже прописала все параметры топов, как первого, так и второго. И для вязания нам понадобится пряжа и спицы. В принципе, это все инструменты, которые нам нужны. Также, возможно, иголочка, ножницы, сантиметр и вот всякая вот такая вот какая-то история дополнительная. И также можно еще тоже использовать маркеры, потому что я, наверное, все-таки на первых этапах, если вы особенно новичок, наверное, все-таки советую убавки отмечать маркером. В целом, я думаю, что это все характеристики, которые я хотела вам дать. Если у вас появились какие-то вопросы, вы, конечно же, можете мне их задать. И также все дополнительные фотографии, как по первому изделию, так и по второму изделию, будут, конечно же, в Телеграме. И хочу еще тоже затронуть такой моментик. Если вы захотите меня поддержать словом, мне будет очень приятно, правда. Это мой первый мастер-класс, который я вот так выпускаю в свет, поэтому если вы мне напишите парочку каких-нибудь добрых слов, я буду, конечно же, этому очень рада. И также я думаю, что в Телеграме я ставлю какой-нибудь пост, куда вы можете скидывать какие-то фотографии, если вы уже что-то свяжете. Я думаю, что это будет интересно как посмотреть мне, так и девочкам, которые будут вязать по этому мастер-классу, чтобы у них было какое-то примерное представление, кто из какой пряжи вяжет и какие изделия у них получаются. И также, если вы хотите поддержать меня какой-то некой денежкой, то, конечно же, я оставлю и ссылку внизу, и оставлю, думаю, здесь QR-код. Это все по желанию. То есть, если вы хотите, если у вас есть такая возможность, я буду вам очень благодарна. Куплю себе весы или новую пряжу для нового мастер-класса. Поэтому я очень надеюсь, что вам понравится этот мастер-класс, и приятного просмотра. Правая полочка и левая набирается, соответственно, одинаковое количество петель, по 50 петель. На каждую из них совершенно обычный набор, и провязывается одинаковое количество, практически одинаковое количество рядов. То есть в правой полочке мы должны будем провязать просто до 79 ряда, то есть провязываем 79 и в 80 начнем закрывать петли на подрезы. А в левой полочке точно так же набираем 50 петель и вяжем только до 78 ряда, то есть провязываем лицевой 78 и в 79 изнаночном мы начнем закрывать петли на подрезы. И потом точно так же, как по аналогии с правой полочкой, в 80 ряду начнем делать убавки как по подрезам, так и по переду. Вот, то есть единственное изменение, что в этой полочке мы начнем закрывать подрезы в 80-м, а здесь в 79-м. И по аналогии со спинкой. Набираем 100 петель, и здесь нам нужно будет провязать до 78 ряда. Соответственно, в 79-м закроем первый подрез, провяжем изнаночный ряд, и в 80-м закроем второй подрез и начнем уже тоже в 80-м ряду делать наши убавки по подрезам. И что еще хочу сказать, что по подрезам у нас будет всего 7 убавок, как в этой зоне, соответственно, здесь. А по переду мы с вами сделаем 19 убавок. У меня вот эта часть составит 18 петель, поэтому я просто буду делать убавки до тех пор, пока у меня не будет на спицах 18 петель, и потом провяжу просто вверх какое-то количество. Ну, в любом случае это все будет, просто вот вам, чтобы привести немножечко в курс дела, рассказываю. Вот, так что я не буду заострять внимание на наборе петель. 2 полочки по 50 петель и спинка в наборе 100. Так, отматываю себе ниточку от клубка, и сейчас мне нужно будет набрать вот совершенно обычным образом 50 петель на спицу. Вы можете набрать любым способом, каким вам удобно. Я набираю, мне кажется, самым простым.
Я набрала 50 петель. И я сейчас буду следующий ряд провязывать изнаночными, потому что мне нравится вот эта косичка. И я всегда оставляю ее на лицевой стороне. Поэтому сейчас я разворачиваю вязание. Так, первую петлю, это наша кромочная, я ее просто снимаю. И дальше все петли до конца провязываю просто изнаночными. Вот таким образом. И последнюю петлю тоже изнаночной. Это еще одна наша кромочная. Так, все, разворачиваю вязание. И вот про вот эту косичку говорила, что мне очень нравится, когда она с лицевой стороны. Вот дальше у нас лицевой ряд. По сути, это чередование лицевых и изнаночных рядов, поэтому тут ничего сложного. Первую петлю снимаю и дальше все вяжу до конца просто лицевыми. Так, и вот это все вяжу просто лицевыми, оставляю одну петлю, мы ее провяжем изнаночной. И вот наша последняя петля, ее провязываем изнаночной. Итак, вот мы набрали 50 петель, провязали 2 ряда, то есть изнаночный и лицевой, и дальше это все просто чередование этих двух рядов, то есть лицевой, изнаночный до 79 ряда. И вот как раз таки, когда мы провяжем 79 рядов, в 80-м мы начнем закрывать наш подрез, поэтому давайте встретимся на этом моменте. И сейчас мы начнем как раз таки закрывать наши петли на подрезы. Я закрою 6 петель. Так вот у меня первая петля. Я ее просто снимаю, провязываю следующую и вот таким образом накидываю. Чуть-чуть подтягиваю, чтобы у нас была ровная красивая петелька. Дальше снова провязываю, накидываю, так снова чуть-чуть подтягиваю. Вот видим, что тоже все красиво. И накидываю. Здесь, конечно, лучше сильно не перетягивать, просто чтобы петли были ровными. Так, следующая. Следующая. И снова накидываю. И последняя наша петля. Тоже ее провязываю и накидываю. Вот, мы закрыли наш подрез. Вот таким образом это смотрится. И здесь у нас должно остаться, вот вместе с этой петлей, 44 петельки. Наша, скажем, кромочная, то есть она остается на этой спице. И дальше мы начнем делать наши первые убавки, как по пройме, так и по, скажем, горловине. Итак, первая убавка. Получается наша первая кромочная. И следующие 2 лицевые петли просто провязываем вместе одной лицевой. Все, вот таким образом. И вот здесь как раз таки можно вот эту петлю пометить маркером на всякий случай, для того, чтобы потом посчитать просто маркеры, то есть чтобы вы там не выискивали. Дальше просто лицевыми, оставляя в конце вот наши 3 петли, то есть у нас точно так же будет одна кромочная, и 2 мы провяжем вместе. Какой красивый подрез получился. Вот у нас осталось 3 петли до конца. Мне нужно вот эти 2 петли развернуть другими стеночками и провязать 2 вместе лицевой. Если хотите, вы можете также помечать вот эти петли маркерами, но я думаю, что это ни к чему, потому что в целом нам их считать не обязательно. И дальше просто разворачиваю вязание и весь этот ряд провязываю просто изнаночными. Дальше у нас идет 82 ряд. И здесь мы поступаем точно так же. Первую мы снимаем. И 2 следующие петли нам нужно провязать вместе одной лицевой. Так. И вот наша вторая убавка. Точно так же помечаю эту петлю маркером, чтобы потом не запутаться. И дальше все просто вяжу лицевыми, оставляя в конце 3 петли.
где мы точно так же сделаем нашу убавку по переду. Снова разворачиваю 2 петли и провязываю вместе лицевой. То есть у нас получается, что здесь мы сделали 2 убавки, и здесь, соответственно, тоже 2. Дальше следующий ряд будет просто изнаночный. То есть все то же самое. И вот сейчас снова у нас будут наши убавки. То есть получается, что мы делаем убавки через ряд. То есть в каждом лицевом ряду. Вы тут вообще никак не запутаетесь. Единственное, что в зоне подрезов, то есть в зоне, ну, будем говорить, подмышки, у нас будет всего 7 убавок. В зоне переда вы можете сделать убавок столько, сколько вы захотите. У меня ширина лямочки составит 18 петель. И я вам просто чуть попозже скажу, сколько именно убавок у меня здесь получилось. Но в целом это тоже не так важно, просто вы делаете убавки каждый лицевой ряд. И можно иногда считать вот количество петель, которые у вас остается на спицах. И просто мерить в процессе, смотреть, насколько вам комфортна ширина лямочки. Итак, снова первую кромочную снимаю и 2 следующие петли провязываю одной лицевой. Так. Вот, третью убавку у нас сделана. Также помечаю ее маркером, чтобы не запутаться. И дальше просто вяжу лицевые петли, оставляя в конце 3 петли, чтобы снова тоже сделать убавку уже по передней зоне. Снова дошли до конца, разворачиваю петли и делаю убавку. И последнюю кромочную изнаночной. Все. Я думаю, что, точнее, я надеюсь, что вы поняли принцип. Здесь мы делаем только 7 убавок. Вот у нас сделано 3. Нужно, соответственно, сделать еще 4. А здесь просто по передней зоне продолжаем делать убавки до нужной вам ширины. Я думаю, что я сделаю все убавки вот в этой зоне. И, ну, соответственно, здесь тоже буду в процессе делать. И я думаю, что мы встретимся на моменте, когда будет сделано 7 убавок, как по пройме, так и по переду. Я сделала все 7 убавок по нашей пройме. Получается, мы здесь закрыли 6 петель, сделали 7 убавок. У нас полностью на данный момент сформирована пройма. Начали делать убавки по нашей передней зоне. Вот также здесь у нас 7 убавок. И дальше здесь мы продолжаем делать убавки. Здесь больше ничего не нужно делать. Эта зона просто провязывается, как обычно. У меня сейчас как раз-таки вот наш лицевой ряд. И как я провязываю эту зону. Первую кромочную снимаю. И дальше провязываю просто лицевыми. То есть в этой зоне больше убавки мы не делаем. И дальше дохожу до конца, оставляя 3 петли, чтобы сделать очередную нашу убавку по передней зоне. Мы дошли до конца. Здесь ничего не меняется. Меняю стеночки петель. Провязываю убавку и кромочную петлю изнаночной. Все. Дальше в этой зоне мы больше не делаем никакие убавки, просто провязываем, как обычно. А в передней зоне продолжаем делать убавки. Итак, я сделала все наши убавки. С этой стороны 7 убавок, а с этой стороны 19 убавок. Сейчас на спицах у меня 18 петель. И сейчас я буду просто вязать вверх до нужной мне длины. На данный момент я думаю, что я свяжу 20 или 21 ряд. И я думаю, что уже в следующем подключении я просто вам скажу и покажу уже точную длину лямочки. Здесь все то же самое, как мы и делали, только без каких-либо убавок. Сейчас у меня просто изнаночный ряд, где я точно так же первую кромочную снимаю. И последнюю кромочную всегда провязываю изнаночной. Так, и вот следующий наш лицевой ряд я вяжу без каких-либо изменений. Первую кромочную снимаю. И дальше все вяжу лицевыми без каких-либо убавок.
И последняя кромочная изнаночной. Все, таким образом продолжаем вязать вверх до нужной длины. Я думаю, что провяжу 20 рядов и подключусь к вам. Ваши ощущения от мастер-класса. Вот таким образом получается. Я провязала 21 ряд. И сейчас общее число рядов во всей полочке у меня получается 138 петель. Ну, если мы считаем с вот этим рядом. И я сейчас обрежу ниточку, но оставлю себе кончик. Я не буду сейчас закрывать петли, я хочу попробовать способ петля в петлю, поэтому я пока оставлю петли открытые. Вы, если хотите, можете на этом этапе уже закрыть данную полочку. Тогда покажу закрытие лямочки. У меня небольшая ниточка, конечно, но я думаю, принцип вы поймете. Точно так же, как мы закрывали подрезы, можно закрыть и лямочку. То есть просто мы все провязываем таким образом и делаем закрытие петель просто до конца. Вот так. Так, получается, вот мы с вами сделали нашу первую правую полочку. Сейчас переходим ко второй. Набираем точно так же 50 петель и вяжем вверх 78 рядов. В 79 изнаночном начнем закрывать наш подрез. Еще такой моментик расскажу. Я рекомендую вот с этой стороны, когда будете вязать левую полочку, оставить ниточку побольше. И вот точно так же поступить со спинкой. Мы потом этими ниточками сошьем детали без каких-либо дополнительных присоединений. Вот, так что можно вот такой тоже способ рассмотреть. Итак, здесь у меня 78 рядов. Я сейчас буду как раз-таки вязать наш 79 по изнаночной стороне. И прямо сейчас я начну закрывать петли на подрезы. Конечно, по логике вещей мы могли провязать наш 80 ряд, потом развернуться и на 81 закрыть. Но мне лень считать, поэтому я закрою как раз-таки вот эти петли на подрезы в 79 ряду, довяжу ряд и начну делать как раз-таки просто убавки по переду и по подрезам. Все, я считаю, что это очень просто, поэтому давайте приступим. Первую я снимаю, это наша кромочная, провязываю следующую изнаночной и набрасываю. Так, первая петля. Так, провязываю вторую. Так, снова набрасываю. Далее тоже провязываю, набрасываю. И вот последняя петля, набрасываю. Так вот, таким образом это смотрится. И в принципе можно себя проверить, что у вас должно быть 44 петли, ну, вместе вот с этой петлей на спицах. Дальше просто все петли провязываю изнаночными до конца этого ряда, без каких-либо изменений. И вот уже в следующем ряду, получается в 80-м, мы начнем делать наши убавки. Сейчас у нас идет 80 ряд, когда у нас будут начинаться убавки как по переду, так и по нашей пройме. Здесь мы начнем делать убавки и закончим в тот момент, когда нам покажется, что ширина лямочки достаточно для нас. А здесь я сделаю всего 7 убавок и остановлюсь. Так, первую петлю я точно так же снимаю, и следующие две провязываю вместе. Вот так. Таким образом. И дальше продолжаю вязать лицевые петли, оставляя 3 петли до конца ряда. У нас осталось 3 петли до конца ряда. Мне их нужно развернуть другой стеночкой и провязать
2 вместе. И вот эту петлю провязываю изнаночной. Это наша кромочная теперь. Все вот таким образом. И разворачиваюсь. Далее каждый изнаночный ряд мы вяжем без изменений. Первую петлю точно так же снимаю, далее провязываю 2 вместе. И также продолжаю вязать лицевые, оставляя 3 петли до конца ряда. Осталось 3 петли, делаю то же самое, разворачиваю их и делаю убавку. Последнюю петлю провязываю изнаночной. Изнаночный ряд вяжу без каких-либо изменений. Мы сделали уже по 2 убавки, как по пройме, так и по переду. Поэтому давайте встретимся, когда сделаем как раз таки 7 убавок, как по пройме, так и по переду. На этом моменте звук нас почему-то покинул. Мы сейчас на 94 ряду. Мы сделали все 7 убавок по нашей пройме. И дальше просто продолжаем идти и делать убавки по переду до 116 ряда. Итак, мы сделали все наши убавки. У меня получилось 19 убавок по переду. И дальше просто продолжаю вязать вверх до 137 ряда. Таким образом мы получаем 2 готовые полочки. Здесь у меня вот одинаковое количество, но мы видим, что как будто бы они разные, потому что вот эта часть отпарена, она немножечко вытянулась. Я оставила открытые петли, потому что я хочу попробовать способ петля в петлю. И все, мы тогда с вами приступаем уже к нашей спинке. Так, переходим к нашей спинке. Мы набираем 100 петель и вяжем без изменений, вот точно так же, как нашу левую полочку, 78 рядов. И в 79-м изнаночном начнем закрывать первый подрез. Потом в 80-м закроем второй. Поэтому набираем 100 петель и вяжем вверх 78 рядов. Так, вот такое достаточно большое полотно у нас получилось. Здесь у меня сейчас провязано 78 рядов. И сейчас в 79-м, как раз таки в нашем изнаночном, мы начнем закрывать первые петли на наш подрез. Точно так же здесь поступаем, будем закрывать по 6 петель с этой стороны и 6 петель вот с этой стороны. Я снимаю первую петлю, следующую провязываю и накидываю предыдущую. Точно так же поступаю, провязываю и набрасываю. То есть тоже стараемся сильно не стягивать петли. Снова набрасываю. И следующую. И последняя. Все. И накидываем. Так, вот таким образом мы закрыли 6 петель. Сейчас у нас на спицах вот вместе с этой петлей должно быть 94 петли. И дальше все мы просто провязываем изнаночными до конца ряда. Мы сейчас в 80 ряду, и сейчас нам нужно будет закрыть 6 петель на подрез, и мы начнем делать наши убавки по проймам. Так, первую петлю точно так же снимаю, провязываю следующую петлю и накидываю. Таким образом, следующую тоже провязываю, накидываю. И так мне нужно закрыть 6 петель. Но обычно я останавливаюсь, получается, на 7-й. То есть мы закрываем 6, и 7-я петля у нас остается вот тоже с накинутой петлей. Получается, что у нас было 100 петель, мы закрыли по 6 петель с одной стороны и по 6 с другой стороны. Соответственно, на спицах у нас сейчас вот вместе с этой петлей должно быть 88. Итак, у нас вот эта петля получается наша кромочная. И следующие 2 лицевые петли нам нужно провязать одной лицевой вместе. Вот мы сделали первую убавку. Я не буду отмечать маркером
С двух сторон я буду просто вот с одной стороны помечать наши убавки. Точно так же нам нужно будет сделать их 7. Вот мы сделали первую убавку и дальше идем до конца ряда, оставляя 3 петли. У меня остается 3 петли, мне нужно следующие 2 развернуть другой стеночкой и провязать вместе лицевой. Это будет еще одна наша убавка. И провязываю кромочную изнаночной. Вот мы с вами провязали 80 ряд. Получается, что у нас сделаны параллельно 2 убавки, полностью закрыты подрезы с двух сторон и сделаны как раз таки убавки тоже с двух сторон. То есть по аналогии дальше у нас сейчас вяжется просто изнаночный ряд. И дальше мы по аналогии просто наших двух полочек делаем 7 убавок, только уже не с одной стороны, а с двух. Вяжем сейчас просто изнаночный ряд до конца. Так, сейчас мы вяжем 82 ряд. Первый мы снимаем. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой. Это еще одна наша убавка. Можно ее также пометить маркером. И дальше просто провязываем лицевые до конца ряда, оставляя 3 петли, чтобы снова сделать убавку. У меня остается 3 петли. Мне нужно их развернуть таким образом и сделать убавку. И последнюю кромочную. Продолжаем вязать вверх простыми поворотными рядами, делая наши убавки. Мне нужно сделать еще 5 убавок. Давайте встретимся на моменте, когда мы сделаем все 5 убавок, как с этой стороны, так и вот с этой. Так, я сделала уже все необходимые убавки, все 7 убавок, как вот с этой стороны, так и с этой. Решила все-таки не крепить маркеры, потому что как-то прям очень сильно оттягивала. Так что решила без них. И дальше мне нужно просто вязать вверх без каких-либо убавок. И я думаю, что подпишу здесь количество рядов, которые я свяжу. Так, ну что ж, девочки, мы с вами уже на финишной прямой. У нас остается только углубление по горловине на спинке. И получается, что у нас будет готово 3 детали, которые мы сможем уже наконец-то сшивать. Вот такое красивое солнышко даже вышло. Я уже распределила маркеры. У нас сейчас на спицах 74 петли. Здесь получается у нас 2 лямочки по 18 петель. И здесь у меня по 9 петель. Это как раз таки вот область скругления будет. Мы, получается, сейчас начнем наше вязание. Дойдем вот до этого маркера. Полностью закроем все вот эти петли. И также продолжим, потом вернемся и начнем уже постепенно закрывать сначала вот эту сторону, а потом уже присоединим ниточку и закроем вот эту сторону. Вот, так что предлагаю начать. Ну, здесь все стандартно, то есть первую, как обычно, мы снимаем петлю и дальше все просто вяжем лицевыми вот до второго нашего маркера. Только не сказала вам, что сейчас это вот мы вяжем 130 ряд. Так, вот наш маркер. И сейчас мы начнем закрывать петли середины. Провязываем 2 петли и точно так же накидываем петлю на петлю, как мы делали в подрезах. И так постепенно закрываем все вот эти петли до нашего вот этого маркера. Закрыли все вот эти петли. Так, давайте уберем маркер, он нам больше не нужен. И нам нужно будет еще закрыть одну петлю вот после как раз таки маркера, для того, чтобы у нас было точное количество петель с двух сторон. Так, все, получается, полностью середину мы закрыли. И дальше просто вяжем все лицевыми до конца этого ряда.
Маркер просто перебрасываем и продолжаем. Так, мы довязали лицевой ряд, сейчас мы в изнаночном. Здесь, в принципе, все то же самое, то есть ничего особо не меняется. Вяжем просто изнаночные петли до конца, оставляя не провязанной одну петлю. Вот мы дошли до конца, мы эту петлю не провязываем, мы просто разворачиваем вязание. Мы ее не провязали именно для того, чтобы у нас был такой более плавный скос по горловине. Итак, следующую петлю тоже не провязываем, просто перебрасываем ее. И вот эту петлю набрасываем на эту. Так, я еще видела такой способ, что можно подтянуть предыдущую, чтобы вот эта была не сильно какая-то расхлябанная. Ну, не скажу, что что-то сильно изменилось, но да ладно. Так, вот получается мы убавили одну, вторую, и третью. То есть получается в следующий раз мы убавим тоже 3 петли и дальше просто довязываем лицевыми до конца ряда. Вот мы снова в изнаночном ряду. Делаем все то же самое, провязываем все изнаночными, оставляя в конце не провязанной одну петлю. Вот таким образом остается. И просто разворачиваем наше вязание. То же самое, переснимаю эту петлю, накидываю. Получается раз, два, три. Так, закрыли. Идем дальше. Все до конца, просто лицевыми. Вот уже даже заметно, что у нас округляется вот эта часть. Разворачиваем вязание. Мы снова в изнаночном ряду проделываем все то же самое. Первую снимаем, провязывая изнаночные, оставляя в конце не провязанной одну петлю. Снова переснимаем, набрасываем. Можно еще попробовать подтянуть. И провязываю следующую, набрасываю. Вот у нас остается одна петля. Так, перебрасываю маркер и все то же самое довязываю просто до конца и начинаю следующий изнаночный ряд. Так, вот я уже практически довязала изнаночный ряд. Маркер мне больше не нужен. Разворачиваюсь. И мне нужно сделать последнюю убавку. Перебрасываю. И таким образом закрываю. Все. Просто провязываю до конца. Итак, вот таким образом получается. Мне кажется, очень красиво. После стирки еще это все немножечко разгладится, но можно попробовать поподтягивать некоторые петельки, чтобы они были плюс-минус одинаковые. А так в целом вот эта часть готова. Я не буду закрывать здесь петли, так как я хочу попробовать шов петля в петлю. А вы, если хотите обычным образом шить, то можете просто закрыть. Мы сейчас начнем делать вторую часть. Как раз таки нашего углубления по горловине прям видно, что оно прям хорошо скруглилось. И что хочу сказать, что мы будем делать наши закрытые петли, то есть закрывать петли будем как раз таки в изнаночном ряду. По сути все то же самое, но вот зеркально будет в изнаночном ряду. И так получилось, что мы с вами вот закрыли петли, начали вот этот ряд и вернулись. И получается, что здесь мы уже не продолжали. Значит, нам нужно присоединить ниточку вот сюда, и мы уже с вами пойдем по такой траектории. Так, вот мы в изнаночном ряду. Мне нужно присоединить ниточку, то есть получается провязать вот эту изнаночную. Так. И сразу же закрывать здесь. То есть вот раз, провязали два,
Первую петлю закрыли. Вторую. И вот третью. Все, ну здесь, конечно, мы подправим и потом спрячем ниточку. А так просто все до конца вяжем изнаночными. Мы сейчас в лицевом ряду. Снимаем первую петлю, все провязываем лицевыми. И в конце оставляем одну петлю не провязанной. Мы точно так же развернемся и в изнаночном ряду снова закроем 3 петли. То есть принцип вот точно такой же, просто мы закрываем в изнаночном ряду наши петли. Так вот, оставляю, разворачиваюсь. Так, переснимаю, набрасываю. У нас получается 1, 2 и 3. Все. Дальше просто изнаночные до конца ряда. Вот уже заметно, как меняется горловина. Так, мы снова в лицевом ряду, проделываем все то же самое. Вяжем до конца ряда, оставляя одну петлю не провязанной. Так, снова перебрасываю, накидываю. Получается 1 и 2. Таким образом, и просто до конца ряда провязываю изнаночные. Потом начинаю лицевой ряд, точно так же оставляя одну петлю не провязанной, разворачиваюсь и дальше мы встретимся. Так, проделываю все то же самое, перебрасываю, накидываю петлю и все. Провязываю наш изнаночный ряд. И все, наша горловина готова. Вот таким образом. Тут можно, да, тоже подпрятать ниточку. И в целом все. То есть, если вы будете просто сшивать обычным образом, то можно прям закрыть вот эти части и уже начать сшивать наши детальки. Вот в этой зоне тоже можно спрятать ниточку. Я просто увожу вот сюда. Уже чуть ровнее смотрится. И точно так же здесь можно сделать какой-нибудь узелочек и спрятать ее вот в этот шов. Я уже пришила пуговицы и отметила примерные места для дырочек, чтобы мне так было проще. Конечно, изначально мне казалось, что у меня одинаковое расстояние, но что получилось, то получилось. Так, беру ниточку и делаю вот такой узелочек. Итак, вот у меня петелька на крючке. Так, я думаю, что вставлю вот сюда. Я хотела вот за эту, но она слишком сильно оттягивается, поэтому первую вот сюда вставлю. И мне нужно будет протянуть сначала через эту петлю и потом через ниточку на крючке. Итак, я теперь буду вот за каждую вот эту косичку так, делать соединительные столбики. Здесь я немножечко ослабляю. И потом мы спрячем вот эту ниточку, чтобы просто нам не мешала. И вот таким образом ввожу и не накидываю ничего, просто провязываю эту же петлю. То же самое делаю здесь. И продолжаю. Вот такая косичка у нас получается. Сильно тоже стараюсь не стягивать, для того, чтобы у нас полотно в этой части было тоже эластичное.
Так, вот я дошла до нашего первого маркера. Так, я вот эту петлю сейчас буду пропускать, буду вязать вот в эту. И мне нужно сделать 3 подъемных петельки. То есть вот раз, два, три. Можно 4, то есть можно больше, в зависимости от того, какой размер у вас пуговиц. Так, вот эту пропускаю, и вот в следующую ввожу и делаю тоже соединительный столбик. Вот у нас первая петля готова. Так, идем дальше, делать все то же самое до следующего маркера. То есть просто такие соединительные столбики. Так, вот дошли до второго маркера, снова делаю 3. Так, наверное, лучше потуже. Так, вот раз, два, три. И не в эту петлю, а вот в следующую. Так, у нас вторая готова. И дальше продолжаю до следующего маркера. И можно вот просто такой завершающий сделать столбик, и можно отрезать нашу ниточку. Затягиваю, и вот этот кончик можно спрятать точно так же вот куда-нибудь вот в эту зону. И давайте обсудим еще по изделию на вязальной машине. Я вязала на 4-й плотности, у меня здесь, получается, было 70 рядов. Ну вот все то же самое, только единственное меняется вот именно количество вот этой основной части. То есть у меня здесь, с одной стороны, я закрывала подрезы на 69-м, точно так же 6 подрезов, тут 7 убавок, а с другой стороны закрывала на 70-м. Точно так же 7 убавок, и здесь я просто продолжала делать убавки до тех момента, пока у меня лямочка не стала из 15 петель. По горловине, в принципе, все то же самое, только единственное, что мы отмечаем не 18 петель, как вот в первом варианте, про который вот я рассказывала, а вот 15, потому что у нас лямочка 15 петель. А так в целом горловину можно сделать вот точно так же, как я показала. И со спинкой тоже ничего не меняется, 70 рядов и по 7 убавок с каждой стороны. Вот и подошел к концу этот мастер-класс. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Я очень надеюсь, что я была вам полезна. Поэтому переходите в Телеграм, оставляйте фотографии ваших изделий, пишите какие-то отзывы. Правда, все буду читать, все будет мне просто невероятно интересно, невероятно важно, потому что это мой первый мастер-класс, который я вот так выпустила в свет. А я желаю вам хорошего вечера, дня, ночи, смотря в какое время вы смотрите это видео. И всем пока-пока!